Я приветствую подписчиков и гостей канала «Спицами и крючком». К Пасхе я подготовила для вас мастер-класс очень элегантной курочки в шляпке с крылышками и хвостиком, а также с подставками под пасхальные яйца. Красиво смотрится и с яичками тоже. Если вам нравятся мои проекты и вы еще не подписались, то можете это сделать прямо сейчас, и тогда вы не пропустите мои новые мастер-классы. Я отступила 6 рядов от макушки головы и начинаю здесь вязать наш клювик. Делаю 3 воздушных петли, 1, 2, 3, и затем туда же делаю столбик с 2 накидами. Немножко сложновато вязать, то что мы уже набили здесь. Я не довязываю этот столбик до конца, то есть я оставляю на крючке последнюю петлю. Опять делаю 2 накида и иду под следующий ряд. И делаю также недовязанный столбик с 2 накидами. Затем туда же еще 1 столбик. Затем иду под следующий ряд и также оттуда делаю двойной недовязанный столбик. 1, 2 и туда же еще 1 и 2. И затем провязываю это все вместе. Все наши столбики провязываю вместе и делаю закрепительную петельку. Вот у нас получился такой клювик. Затем я иду на 1 петельку ниже и начинаю здесь вязать зоб красненькой ниткой. Я делаю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И затем туда же начинаю вязать столбики с 2 накидами. То есть под ту же петельку. Но теперь я их уже довязываю до конца. 1, 2 и 3. Затем еще 1. И так всего 5 штук. Затем делаю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И иду вниз делаю петлевочную петельку. Вот у нас получилась одна сторона. Теперь мы переходим немножко в следующую петельку, как бы немножко дальше. И отсюда начинаю вязать 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Ну и точно так же, как и предыдущий я вязала. То есть я делаю 4 столбика с 2 накидами.
как бы по другую сторону клювика. Затем провязываю 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и заканчиваю петлевочной петелькой. Все, вот мы провязали наш зоб. Я набила шею, и теперь набью немного, как бы не до конца, а немного наше туловище. Перед тем, как начать его зашивать. Вот я немножко уже набила, потом я как бы сделаю это до конца, когда у меня останется там маленькая дырочка. А сейчас я начну зашивать как бы эту дырку, это отверстие. Просто зашиваю через край. Так, я не зашиваю не до конца, то есть мне необходимо будет оставить небольшую дырочку. Я зашила почти до конца, оставила здесь 1,5 сантиметра. И здесь делаю такой маленький хвостик, как бы. То есть я его зашиваю вот таким образом. То есть у нас получается вот так вот. Теперь я начинаю вязать хвостик. Если вы помните, то я зашила конец, как бы 1,5 сантиметра, просто иголочкой, и уже провязала первый ряд, просто соединила вместе синей ниткой. И здесь я начну вязать хвостик. Я сделала воздушную петельку для подъема, и в следующую петлю я начинаю вязать сначала столбик с накидом, затем столбик с 2 накидами, затем столбик с 3 накидами, раз, два, 3, и довязываю до конца. Теперь делаю 3 воздушные петельки сверху, иду в петлю обратно, делаю петлевочную петельку, у нас пико получается. Затем начинаю в обратном порядке, то есть делаю теперь столбик с 2 накидами, два,
Теперь столбик с одним накидом. У нас получилось как бы одно перышко. Поскольку это курица, не петух, мы будем делать это не очень большим. Следующую петлю я делаю просто соединительную петельку. Затем иду в следующую петлю и делаю опять столбик с накидом. Затем столбик с двумя накидами, ну и в той же последовательности. С двумя накидами. Теперь делаю столбик с тремя накидами. Два, три, четыре. 3 воздушные петли. И так всего у нас здесь будет на хвостике 3 раза такое повторение. Как бы вот таким образом.